Я стартую в свое новое путешествие. В баре Лочи в этот раз решила начать из дома, чтобы сейчас оказаться... Хоп! И мы оказываемся снова в аэропорту Буэнос-Айреса, Хорхе Ньюбери. Времечко сейчас позднее, 2 часа ночи, однако 2:20 где-то. Рейс у меня в 4 утра. Чувствую себя бодро, потому что я подготовилась и поспала заранее, чтобы меня никто не ждал, когда я буду спать. Так что иду теперь на гейтик, быстренько пройду и просто буду сидеть там 2 часика. Кофе пить не буду, потому что боюсь, у меня давление. Все-таки возраст, знаете ли. Кажется, в этом аэропорту на ночь дают отдыхать лестницам, потому что они не работают. Ну, постою в лифте тогда что. Но ночью чилит не только эскалатор. Люди тоже любят полежать и ничего не поделать. Или посидеть. Ну, или вот так удобненько на подушечке. В целом, я бы присоединилась. Ну вот мы и снова встретились. Надеюсь, этот маршрут тоже как бы пройдет сладенько и гладенько. Спасибо. Какой миленький пассажирчик. Жаль, не со мной полетит. Его как-то крики были бы приятнее, чем человеческих петух. Смотрите, перееханные катком круассаны. За что так с ними? 5300. Мне кажется, это просто сухарь. Сухарик. Если вы хотите ночью поесть в аэропорту Хорхе Ньюбери, то придется кушать бутики или салаты в коробке. Вот вы можете поесть каких-то пирожных. Средняя цена рублей 600, 700, 800. Нормальный разброс. В принципе, все стандартно. Вот, кофеек. С кофеек можно попить в моем случае. Можно поесть салат или, например, сок морковный с апельсином. Камбучу можно навернуть. Пивка, конечно же. Корону за 700 рублей, например. Сэндвич за 1000. Салат за 1400. Это я так быстрым образом перевожу в рубли. Ну вот в коробочке еще есть бургер за 1400. Ну, тут еще есть магазин. Можно купить себе вон банку кабачковой икры и как бы насладиться по полной. Ладно, шучу. Это сгущенка вареная. То бишь дульсе де лечо. Какая еще кабачковая икра? Хотя я бы ее с кайфом навернула, если честно, лучше. Все, на посадочку. Проходим, ребята. А я забыла, что я взяла билеты немножко с приоритетом. И мне не надо стоять в большую очередь. Хорошо, что я мало постояла, минутки 3. И поняла, что у меня другая зона входа, а там совсем не было людей. И вот я с ветерком залетаю в самолетик, который... никуда я не залетаю. Слава богу, конечно. Но оказывается, мы на автобусе поедем. Ладно, блин. Прокатимся и на наземном транспорте тоже. Вот такой красавец с татуировкой. Гепарда. Гепарда — это хорошо. Пусто здесь у нас, надо проверить хорошенько. Порядок. Я думала, будут приоритетные места. Пошире, побольше, места побольше будет. Но нет. Заплати побольше денег просто, чтобы побыстрее пройти. Не грусти, малыш. Objetos personales y tiene cuidado en los compartimentos superiores, ya que objetos pesados pueden caer muchas veces. Это сразу контраст, конечно. 2 часа тянулись очень долго, мне не удалось поспать.
Но уже все очень красиво и симпатично. Я не знаю, я чисто краем глаза увидела, что меня ожидает на выходе. И как бы сейчас вам покажу. Вы понимаете, да? Это что такое? Это я спрашиваю, что? А зачем я живу в Буэнос-Айресе? 2 часа в полете, 2,5. Я не поспала, мне не получилось, но вроде достаточно свежее настроение. И лицо тоже не отстает. Вау. Я уже чувствую в отпуске горный воздух. Ветер вот этот холодный, кстати, холодно. Градусов 15-10. Блин, как круто! Ну, идем дальше. Ну, здравствуйте, Сан-Карлос-де-Барилочи. Вы меня уже впечатлили. В принципе, можно идти обратно. Чисто прожила в квадратной коробке под названием Буэнос-Айрес. Сан-Карлос-де-Барилочи расположен в южной части Аргентины, в регионе Патагония, на территории провинции Рио-Негро. Город находится на западе страны, у подножья Анд, рядом с границей Чили. Он раскинулся на берегу живописного озера Нуэль-Япи, являющегося частью одноименного национального парка. Барилочи официально основан 3 мая 1902 года. Он развивался благодаря иммигрантам из Германии, Швейцарии и Италии, что отразилось в его архитектуре и культуре. В настоящее время население Барилочи составляет примерно 170 тысяч человек. Я иду заселяться в квартирку Airbnb. Осень золотая здесь местами. Ну и в целом все выглядит достаточно мило. Здесь улицы с подъемами, скатами, что говорит о том, что у меня будут кардиотренировки все эти дни. Я, конечно, этого не люблю. Ну ладно. Калории посжигаем поэффективнее. Не просто ходьбой, но и ходьбой с вот такими вот усложнениями. Я уже задыхаюсь. Это то, о чем я говорила. Вот это уже супер крутая гора. Это не горка. Это гора. Люди на экскурсии вышли. Сейчас поедут, а я завтра поеду. Я наконец-то заехала в квартирку. Ну как зашла, на своих двоих дошла по вот таким вот склонам. Это я, если что, не честь отдала. И очень рада наконец-то быть здесь, потому что я категорически устала, я не спала ночь. Я проснулась в 10 часов вечера и еще не спала, а уже на секундочку почти 9 утра. Поэтому у меня такие синячки под глазами. Хотя я никакого пивасика на ход ноги не пила вчера. Показываю квартирку. Сначала мы должны открыть эту дверь, чтобы попасть в сами апарты. Или квартирку, называйте как хотите. Не знаю, что это именно, кстати. Здесь у нас встречает сразу кухонька с барной стоечкой такой маленькой. Конечно, сразу так зашел. Здесь пивко бы стояло, вот так вот бахнул и проходишь дальше как бы. Но пока что должны вот наслаждаться, довольствоваться шишками. Шишки красивые. И камнем можно перекусить немножко, погрызть гранит науки. Так, вот такая вот маленькая кухонька. Тостер есть, отлично. Чайник, класс. Холодильник. В холодильнике есть какие-нибудь подарки. Даже мышь не повесилась. О, есть лед замороженный. Вау. Что тут? Оберег с глаз. От сглаза. Оберег с глаз. Все и сразу. Стаканчики. О, френч пресс. Отлично. Надо было кофеек купить, а я что-то забыла. А тут чего? Тарелочки. А вдруг тут есть кофеек? Я вас сначала томлю перед тем, как показать основную комнату. Ну ладно. Ну что, натомились? Да-да. А вот у нас и сам зал, обеденный столик. Ну, перечислять не буду, вы видите. Но вот это вот, конечно, я бы как-нибудь назвала. Я уже немножко расположилась, чтобы почувствовать себя как дома. Смотрите, самое это главное. Телевизор! Да шучу. Смотрите, какой вид. Вау! Я сейчас сама его первый раз вижу. Это вот именно то, что я и хотела. Кайф. Какой кайф.
Вау, это мой вид на 5 дней. А с этой стороны у нас лес. Такой вот, ну как лес, громко связан. Фу, громко сказано. Вот это что важно. Ладно, идем дальше. Этим я сейчас вот так вот сяду сейчас, налью себе воды простой. И вот так вот буду смотреть вдаль. И я купила хамон себе и буду есть хамон крудо свой любимый. Перекушу и спать лягу. Пройдемте в ванную посмотрим. Я еще не видела. Опа! Что у нас здесь? А ванная это есть? Или душевая? Двойные шторы, чтобы ни один маньяк-убийца не смог свой нож воткнуть. Так, ну все, аккуратненько, чистенько. Полотенчики есть, шикарненько. О, даже фен есть, да. Ну ладно, у меня 3 волосинки, в принципе. Этого фена будет вполне достаточно. Спасибо огромное. Искусство. Куда без него? И куда же без кровати-то? Опять же, полотенчики. Вместо одеяла, чтобы накрыться, наверное. Ха. Вот это шутки у меня не с ночи, не спамши, а? Как вам? Люстра великолепная. Шикарный просто шкаф. И снова вот такие пейзажи. Из той комнаты, конечно, почетче. Но здесь тоже проснулся, улыбнулся, на горике посмотрел, на озеро полюбовался и пошел в другую комнату любоваться дальше. Захотел, окошко открыл, правильно я понимаю? Захотел, вышел. Но это просто что-то да с чем-то. Холодно, я закрываю окно. 15 градусов. Вот такие делишки. Я очень довольна. Ну, по мне видно вроде, что я очень довольна. А может и не видно, не знаю, но я вам скажу. Хорошего вам дня, а я сейчас перекусываю, ложусь спать на несколько часов и иду изведывать вот эти вот красоты. На улице распогодилось. Шикарно. О, посмотри, я на каком фоне стою. Это не фотообои даже. Я пойду на смотровую площадку, которая тут рядом находится. И покажу. Бля. Вот так вот распогодилось к 6 вечера. И я сейчас пойду, посмотрю, что мне предлагает смотровая площадка рядом. Вау, сирень! Не думала, что меня когда-то удивит сирень. Как будто вот сюда можно пойти. Но я буду альтернативно одаренной и пойду сюда. Блин, мне не нравится этот мужик. Блин, там еще мужики какие-то. Нет, я навстречу к нему не пойду. Знаете, я лучше пойду к мужику, который орет песни. А я точно на смотровую площадку? А, да, вон. Басик. Ага. Я так понимаю, это смотровая площадка с видом на деревню. Правильно? Ну ладно, не совсем, смотри. Не лучше, конечно. Вот так вот надо. Не нагенерировал. Великолепный вид. Чей пригород? Ладно, вот великолепный вид. Блин, вот это вот, конечно, все портит. Вот это что-то недостроенное. Выглядит безопасно, особенно когда идет за какой-то мужик с бутылкой, который меня, скорее всего, сейчас ей и огреет, и отберет у меня мобилу. Правильно я понимаю? Прикинь, такой живешь тут. Устал дома сидеть. Такой вышел, погулял, посидел на скамеечке, посмотрел на вот эту красоту. Ну, это вот чисто Швейцария. Чисто пригород Цюриха. Хорошее озеро. Я тут был! Приветики. Начался новый день. Я заболела. Ну как заболела? У меня горло болит. Я не думаю, что я заразная какая-то. Или с температурой. Пока что. Лицо немножко опухло. Ну как немножко. Сами видите. Спасаюсь макияжем как могу. Что хотела я вам рассказать. Сегодня мы отправляемся в плавание по озеру на остров Виктория. Это какой-то заповедник, я про него расскажу подробнее. Надо бы мне утеплиться, отправиться в эту прекрасную поездочку на, надеюсь, прекрасном катере. Надеюсь, заплыв будет успешен, и если что, мне сбросят спасательный круг. И сегодня у нас вот такая прекрасная погода.
Я очень довольна жильем, которое я выбрала. Все, я иду на свой автобус или маршрутное такси, даже не знаю, что там будет. Настроение на подъеме, а я пока что на спуске, кстати, ногами. Сердцем на подъеме, ногами на спуске. Я пока вот иду на пункт назначения. Смотрите, по каким горам мне приходится спускаться. Спускаться-то еще ладно. Блин, камера не передает, насколько это крутая гора. Как бы, вот я сейчас отвлекаюсь на то, чтобы снимать видео, а тут раз-два и покатишься как бы, как колобок. От слова «кал». На таком большом автобусе мы поедем сейчас до лодочки. Надеюсь, она будет не надувная, кстати. Но раз автобус солидный, наверное, и лодка будет. Пока я еду до пункта назначения, расскажу вам об этом прекрасном озере, которое видно из окна. Науэль-Япи – это крупное озеро ледникового происхождения. Площадь его составляет примерно 530 квадратных километров, а его максимальная глубина около 460 метров. На территории озера находится несколько островов. Самым известным из них является остров Виктория, куда я сейчас и направляюсь. Температура озера остается довольно прохладной в течение всего года. Это связано с его расположением. На высоте около 767 метров над уровнем моря, а также с влиянием холодных вод, поступающих из горных рек и ледников. Летом, с декабря по февраль, температура редко превышает 14-16 градусов, а зимой с июня по август температура опускается до 5-7 градусов. Все же летом, несмотря на прохладную воду, есть желающие искупаться в этом живописном озере. Чай будешь? Я милая школа. Среди обитателей озера есть как местные, так и завезенные виды рыб. Самая популярная здесь – это персидский пехерей, а по-местному – труча. Также есть радужная и коричневая форель, но это уже завезенная рыба. Отведать в ресторане предложат именно тручу. Она менее жирная, но не хуже форели. Теперь квест купить билет в этот парк. Сейчас я его выполню, и мы поплывем. Собственно, ценник вот такой. Ждем, когда его начнут запускать. Так, я захожу в корабль. Hola. Hola. Ella es Aileen. Hola. Hello. Alina. Sí. ¿De dónde nos visitas? Gracias. Все, я иду в свою VIP-зону, за что уплочено должно быть проглочено. Великолепно. Ну что ж, вот теперь можно расслабиться. Есть одна легенда, что в этом озере обитает не только рыба. Уже более 100 лет ходят рассказы от местных, что в его глубинах скрывается загадочное существо, которого прозвали Науэлито. Первые слухи о нем появились в начале 20 века. По описаниям якобы очевидцев, у него было большое тело и длинная шея. Вот и покушать. Да, закусить надо. Muchas gracias. Я уже оценила гуакамоле. Очень вкусно, между прочим. Будешь? Так вот, о монстре. В 1922 году даже проводились поиски, но экспедиция не увенчалась успехом, и пришли к выводу, что если этот плезиозавр когда-то и существовал, то он уже скрылся в неизвестном направлении. Скептики утверждают, что люди приняли за чудовище просто большую рыбу, или подводное течение, или отражение света на воде. Но все-таки этот миф о таинственном обитателе Науэль-Япи стал частью культуры и так и остался загадкой. Большой национальный парк. 1,5 часа будет прогулки с гидом и его рассказы об этом месте замечательном, красивом, прекрасном. Час свободного времени потом будет погулять. Debajo de la misma se observa una playa, que es una playa de piedra pome. Куда это мы приехали? Сейчас пойдем смотреть. А пока надо бы спуститься. Обалдеть, вода изумрудного цвета, вода. Эти уже нагулялись, видимо. Хочу купаться. Купи.
сейчас легкое задание пройти деревянной тропе вверх. Я надеюсь, вверх надо будет идти недолго, кстати, и немного. Но придется поныть. Да ладно, 1,5 часа ходьбы всего лишь. Я вчера ходила больше. А здесь по такой красоте надо разогнать съеденные эмпанады. Вау! Все, наш кораблик уплывает. Боже, как тут пахнет. Как освежителем воздуха в лесу. Я так скучала по лесам. Вы скажете: Алина, это просто деревья и лес. Я скажу: поживите в Байросе. Вы будете радоваться вот даже вот этой вот траве. Или шишки. Bueno, andan con pichoncitos. Hay unos que están allá, tienen 3 chiquititos. This is a common bird that we have here. It's called ampla geese. It's called cauquén. Estos arbolitos, ¿qué pasó con estos animalitos? Y bueno, voy a hacer una mezcla ahí de historia y botánica también en la caminata, como para que... Чья рассада? Бабушки. Кто смотрит мой контент. Ну, вот, собственно, началась экскурсия по острову Виктория. Такой вот тут огородик. Я сейчас надышу свежим воздухом и сегодня просто отъеду в кровати. Посмотрите, какие. О, господи, как я скучала по природе. В начале 20 века, то есть более 100 лет назад, на острове высадили деревья из разных уголков мира. Например, как эти – секвойи из Калифорнии. Их посадка стала частью большого ботанического эксперимента. Аргентинский ботаник и лесовод Эмилио Фрей с командой ботаников из разных стран, включая специалистов из России, кстати, хотели проверить, какие деревья смогут прижиться в Патагонии. И секвойи оказались одними из тех, кто отлично адаптировался. И сейчас они поражают своими размерами и стали настоящей достопримечательностью острова. Кстати, секвойи являются самыми высокими деревьями в мире. Высота рекордсмена составляет 115 метров. Еще эти деревья огнестойкие. У них толстая кора, которая состоит из мягких волокон. На ощупь, кстати, она похожа на губку. Они как губка на ощупь, пропитаны водой. И за счет этого они могут выживать при очень высоких температурах, при пожарах и прочее, и расти дальше, жить. Также огонь помогает размножению. Высокие температуры раскрывают шишки и высвобождают семена, а очищенная огнем земля становится идеальной для их прорастания. Есть какое-то умиротворение от этих деревьев сухих, белых. Plant those trees that are from the north area. This was happening in the 20s. No one knows about trees, so the government hired 7 Russians, and these Russians come here to the island and make this experimental forest. They make research, they put numbers on the trees. Those numbers is just to see, to study the tree. If they adapted here in the south, 20s, 30s, 40s, and 50s, 100 people were working here in the big plant nursery. Okay, so those plants were moved to squares and avenues from Bariloche and from ranches and from all the region. Okay, so every time that you found a conifer from the north, in some areas, it's because it was lived from here, from this island. Okay. Вот карта, и красным отмечен путь, по которому мы сейчас и пойдем. Детский сад для белок. Оказывается, это школа для детей. И обычно здесь дети приезжали на 10 дней, жили с учителями. И вот они все вместе жили, учились 10 дней, а потом 5 дней выходные домой. И потом опять на 10 дней сюда учиться. Круто, прикиньте, учиться в таком месте. Esos honguitos es una reacción del árbol frente a un hongo parásito llamado Xiao Xiao. Паразит. Entonces, lo que va a ocurrir es que
esta es la rama, va a fructificar cada noviembre este honguito, que lo que va a hacer es bloquear el paso de la savia. Al bloquearlo es como que le hace un torniquete, lo aprieta. Y el árbol se defiende de esto formando este nudo, ¿sí? Como una defensa que hace para la fructificación de el hongo, del xiao xiao. Xiao en la lengua nativa significa dulce. Si yo lo repito 2 veces, dulcísimo o dulzón, como caucao, el nombre del barco, cau. Оказывается, вот эту желтую штуку, которая типа паразит, ее можно съесть. И она сладкая на вкус. Гид только что съел ее. Говорит сладко. Le digo que son como colitas de ratones que se meten adentro. ¿Viste? Estos pelitos así, bueno, se llama Douglas. Mal llamado pino oregón. No es un pino. Estos tiene como granitos. Esta ahí adentro tiene resina. ¿Vos la abrís? Digamos, empezaron con la idea. Recién en el año 2000 ahí ejecutaron algo, digamos, pero lleva bastante. Entonces, lo que está haciendo el Parque Nacional es sacando muchas de estas especies que son invasivas y reemplazando por las nativas. ¿Se acuerdan que pasamos por el vivero? Que había un montón de plantines, de arbolitos de ahí. Todos esos son nativos. Entonces, esos arbolitos son los que se van a utilizar. Среди завезенных на остров Виктория растений и деревьев, которые успешно прижились, также кипарисы, несколько видов, включая мексиканский и патагонский, европейская пихта, дугласия, бамбук, еловые деревья, привезенные из Европы и Северной Америки. Еще купаться будем. This is our beach in summer season. Very We nice. swim in here. Amazing. Amazing, the colors. Вау. Прикиньте, они тут плавают. Я тоже хочу поплавать. Летом, говорит, вообще вода очень теплая. Потрогаем водичку. Сейчас холодная. No viene a buscar el barco acá. No, yo pedí, pero me dijo que no, que, que habían pagado para caminar, che. Algunos grandotes que encuentran en el medio de 300 años. Эти вот очень интересные деревья. Я их такие никогда не видела. Кроме как здесь. О, De la provincia la cual nos encontramos. ¿Provincia del? Sí, Neuquén de Silvia. ¿Dónde estamos? ¿Qué provincia estamos? ¿Saben? ¿Neuquén? ¿Río Negro o Neuquén? Which province we are, you know? Río Negro. No, estamos en Neuquén. Ah. Bariloche, it's in Río Negro. Victoria Island, la isla Victoria, el bosque de los arrayanes y la tierra que veo allá es Neuquén. We are in Neuquén Neuquén. province now. So the most important tree is el Araucaria araucana. La forma de tocarlo, if you are going to touch it, is this way, ¿eh? Es así. ¿Saben que pueden saber la edad? Viendo la salida de las ramas, el piso de la salida de la rama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso que le cuelga ahí es del otro, del eucalipto. Вау. Я в лесу из Dark Souls первого. Где-то здесь прячется Сиф. Primero la Argentina.
Местный житель. Самый главный. Кисик. Кисик. Приветики. Хороший. Ура, ачивка получена. Погладить кису на острове Виктория. Интересно, там есть кроватка внутри? Я бы сейчас прилегла. Живет ли там какая-нибудь бабушка с пирожками? Мне лишь бы пирожки, блин. Вау. Вот это уже разговор. А то что это вот за этой деревяшкой стоит? Я вот сюда сейчас сяду. Конечно, изумрудная вода крутая. Летом тут купаются. Пора уплывать с острова. Снова идем на лодочку. А я сейчас поднимусь на второй этаж. И мне будет хорошо. Бокальчик белого залью в себя. И разольется радостью по мне земная благодать. Шансон пора писать. Меня снова поэты кормят. И на обратный путь приготовили сэндвичи с какими-то десертами. Bien, a la derecha tenemos la parte de la frente, hacia la izquierda tenemos el sector de los ojos, la nariz, la boca abierta y el mentón. Я думаю, нам надо пройти и разведать обстановку на палубе. Потому что я еще не выходила сюда. Главное, чтобы меня не выкинуло за борт. И телефон желательно, кстати. Сюда вот пройду. Как-то меньше его. Еще я с этой стороны не видела. Мне кажется, я насладилась моментом. Можно идти обратиться. А тут сейчас проворачиваешь. Будет меня спасать. Ну что, сможет или не сможет покормить птичку? Блин, наверное, это очень сложно, будучи птичкой, вот так вот метко. Хотя нет, они же птицы, они же рыбу как-то вылавливают из водоема. А что-то стесняется, смотри, наверное, человека все-таки. Вау! Съел, взял печеньку. Rayanes pertenecen a una familia muy grande de árboles que hay alrededor del mundo, pero tiene un pariente cercano. ¿Y saben cuál es el pariente cercano de los arrayanes? De ahí es que viene toda esa conexión, ¿sí? Esa masa boscosa que ustedes ven acá, and the one who have, for example, the trunk have a blackberry, which is edible, but it's very medicinal taste, like a rosemary. So
no one do any kind of jump. They will have the seeds, so they will spread by seeds, by roots. It's another way of reproduction. Вообще я думала, что мы уже на автобус поедем. Но оказывается, мы приехали на еще один остров. Ну ладно, пойду гулять, посмотрим, куда меня ноги занесут. Пойду вот за этими ребятами. О, изумрудные воды. Да, это я пою, моя песня теперь. Я хочу купаться. Блин, главное не сглазить, а то сейчас как выпаду за борт. Как все блестит, переливается. Как прекрасно ребенок кричит на фоне. Моя любимая песня. Надеюсь, эта песня никогда не закончится. Сейчас вода все-таки прохладная. Летом, наверное, когда приезжают такие туристы, как мы, можно окунуться, наверное. Хотя, скорее всего, есть специальный тур для искупаний в месте, где время дается. Здесь сейчас все-таки у нас чуть-чуть будет времени. Обсохнуть никто не успеет точно. Короче, дают 40 минут на прогулочку по этому островку. Вот сейчас я и ступила на тропу прогулочную. И посмотрим, куда она нас приведет. Я не знала, что еще в экскурсию включен один остров. Это приятная новость. Хоть я и, конечно, сейчас, пока мы плыли, расслабилась так, что как бы думала, дома окажусь скоро. Но нет, тут-то было. Нас заставляют еще кардионагрузки испытывать. Ну что ж, я принимаю вызов. А чё? Почему кто-то пошел направо, кто-то налево? Короче, я сейчас навеселе, как будто в целом. И мне надо с кем-то разговаривать, поэтому я включу камеру и буду разговаривать с вами, уважаемые зрители. Смотрите, еще одна лодочка сюда плывет. Боже, какой запах. Великолепный. Я сейчас так преисполнюсь, так надышусь, что стану сама какой-нибудь сосной, например. Ну, конечно же. Чем же еще? Такой рыжик. Заржавел немножко. Чья-то хижина. Или это уборная? Упорная, может быть. Тропа, вот эта деревянная, проходит через лес. О. Ну, я дойду. Я пройду этот круг. Дед идет, и я смогу. Я уже на последнем издыхании. О, боже. Дед, ладно, иди без меня. Брось меня, оставь. Иди один, спасайся. Ура, спуск. Я надеюсь, больше не будет подъема. Никакого подъема. Это была высшая точка моих достижений. Милый лесочек такой. Тут очень много разных деревьев. Очень много. Я думаю, людям, которые учатся на биологов и прочее, вот это вот все. Ученые вот эти вот люди, да? Не я. Вот им тут очень интересно гулять, ходить. Они такие, о, это же этот, оттуда. Ой, а это же вот этот, отсюда. И очень свежо. Услада для глаз. Природа. Это я как обезьяна чисто. Вот. Мне не важно, где я прыгаю, по каким деревьям. Мне главное, что я прыгаю. О, перевернутые деревья видели? Теперь видели. Вот это очень меня впечатляет. Вау. Живем. Я не упала. Я засмотрелась, конечно, но не упала. Кажется, я все-таки упаду, но еще не упала. Надо смотреть под ноги. Тут опасная тропа, она идет вниз. Если до этого я видела, куда я иду, и что ступеньки вверх, теперь я не вижу, что ступеньки идут только вниз. Господи, мир такой опасный. Даже деды справляются, а я нет. Я уже 3 раза чуть не упала. Вау. Ну как я могу не засмотреться вот на такие деревья и при этом еще вот контролировать вот это? Как? Так, я типа крутая обогнала пенсионеров. На самом деле я на таком стреме иду. Кажется, я вот-вот и опрокинусь все-таки. Очень приятный лесок. Ночью, конечно, не хотелось бы тут, кстати, оставаться. Тут совсем нет животных, ни белочек, никого. Может, они все прячутся, конечно. Сейчас опять чуть не упала.
Вовремя увидела. Опа, черника, правильно? Семически вехан. Вехан. Короче, ягоды, которые вы видите, или что-то там такое. Птички кушают. Все дела. Отличный я гид, да? Да, пацаны, это я. Если надо что-то рассказать, обращайтесь, я всегда помогу. Даже пацаны справляются вот эти вот с этими ступеньками. Опа, ничего себе. Так бодро. Но я так рисковать не буду делать, показывать. Все, что ли? Куда? Я тоже хочу быть как Тиаго и идти, куда мне скажут. А кажется, все, это кружочек готов. Запрещен, кстати, дроны запрещено пускать здесь. Никаких вам travel-блогеров здесь с дронами. А мне уже домой пора, кстати. Касса ДТМ. Дом чая. Мне не нужен дом чая. Мне нужен дом вина. Где он? Покажите. Я пойду. Эта женщина явно не знает, где дом вина. У нее такое недовольное лицо. Я думаю, те, кто знает, где дом вина, у них более довольное лицо. Как у меня сейчас. Вот. Я хоть и не знаю, где дом вина, и нахожусь в поисках, но лицо у меня довольное. Иду в лесу, гуляю. Все, вышла к кораблю, как раз уже время собираться в нем и отправляться уже точно на автобус и домой. В моем случае гулять по городу, наверное, потому что домой не пойду. Завтра мне снова рано вставать. Ладно, и об этом я потом расскажу, давайте без спойлеров. Ура, я вовремя, я успела, я молодец. Все, сейчас поплывем дальше. Ничего себе, смотрите, на какой штуке, оказывается, мы ехали. У нее нет днища наполовину. Прикольный катамаран. Пойду к себе в комнату. А нет, они снова кормят. Я взяла попробовать горячий шоколад. И водичку, конечно же. И мы отплываем дальше на финальную позицию. Gracias. Сейчас я затолкаю в себя очередную порцию десертов. Приехали. Сокол. They are gonna be next to the... Recibo 20 pastas cada 20 minutos por la ruta. А, стоп, мы туда же, что ли, приехали? Я думала, мы приехали в другое место. Не туда же, откуда отъезжали. Потому что я не помню ничего вот этого. Ну ладно, у меня память просто это... обновилась, все удалилось ненужное. Мой автобус ждет меня. Я думала, это мне машут, а это ребенку. А мне что, нельзя помахать? Так, вот мой автобус, вроде бы. Ну, по идее... А, нет, поменяли автобус. Теперь я на маленьком поеду обратно. Сейчас узнаем. Алина. Ура! Оля. Оля. О, я поеду спереди. Все, выбрала лучшее место. Доброе новое утро. Я иду на вторую экскурсию за эту поездку. Сейчас поедем в какое-то длительное путешествие. Вернусь я только вечером. Надеюсь, что вернусь. Должна видеть сегодня что-то очень красивое. Ну что ж, отправляемся. Сегодняшнее утро из моего окна выглядит вот так. Облачков сегодня побольше, чем вчера, но температура такая же. Снова я на том же месте, где я была вчера, но уже другое турагентство меня подберет. Решила спонсировать туристический бизнес в Барелоче по полной. В этот раз меня забирает маленький маршрутный таксист. Я заняла самое козырное место. Я думаю, я победитель в целом по жизни. Muy bien. ¿Primera vez por acá, no? Sí, la primera vez. Buenísimo, chicos, bienvenidos. Y Alina, ¿cómo Hola. es Alina? ¿Todo bien? ¿De dónde viene Alina? De Rusia. De Rusia, ¿pero habla español? Viviendo en Buenos Aires, estudiando español, Pero no habla. hablando bien. Pero habla, o sea, ¿entiende? Si tiene Entiende. alguna duda me pregunta. Voy a tratar de hablar más lento porque a mí me dicen los brasileños, hablas muy rápido.
Pero si tiene alguna duda me pregunta, ¿sí? O quiere saber alguna cosa del paisaje, pregunta. Bueno, bienvenida Alina. Gracias. ¿Y por qué se vino a la Argentina? ¿Se puede saber, no? ¿Por trabajo? Viviendo and via remote work, and I can work wherever I am. Perdón. Que trabaja remoto donde... Claro, o sea, puede estar en cualquier parte del mundo y trabajando. Sí. Muy lindo, muy bueno. Bienvenida, Lina. Gracias. Esas no tienen problema. Hay uno que tiene y el otro que no. ¿Viste? Yo les muestro después los dos y ustedes saben... Me voy a vivir ahí. Está re bueno. Pero lo usan solo, me parece que es caro el Starlink. Exprimen al lugar, ¿no? Porque le dieron ciertos campos y bueno, dicen, con estos campos hacemos cabalgata, con estos campos hacemos campamento. Первая остановочка. Такая красота. Купаться будем? Блин, вода прозрачная, конечно. Chile se instaló acá en el Nahuel Huapi y digamos que fue el responsable de que se redescubra el valle o el paso de los Bariloche, paso que vamos a estar tocando también hoy en la excursión, ¿sí? El valle de los Bariloche es parte del camino que solían hacer los nativos para llegar a lo que hoy en día nosotros conocemos como Chile, ¿sí? O sea, caminaban toda la montaña, la cruzaban al otro lado y llegaban a Chile. Que te venden desde tallados en madera, trabajos en piedra, joyería, talabartería, qué sé yo, de todo hay, de todo. Cremas, aceites, cervezas, chocolates, hay zona de criaderos de trucha, fábricas de dulce, un parque nacional, bueno, todo eso. Въезжаем в парк Ноэль Япи. Bueno, muy bien, pasó. El ingreso al parque estuvo bastante dinámico hoy, Maurito, ¿viste? Se pusieron las pilas chicas, no sé, pero pasamos Меня duro. усердно просили сходить в туалет. Но я не хочу, блин, что мне делать? Намекали прям всей маршруткой, что больше не будет остановок. Otra familia. La familia Bock, la familia Berenbrugen, ¿sí? La familia Wiederhold, son familias pioneras de la zona. Fueron alemanes que se decidieron venir a instalar a esta zona cuando acá no había nada, chicos. Eran tierras recontra inhóspitas y ellos encontraron en estos lugares sitios que se les hacían familiares a donde ellos vivían y se instalaron en esta zona. Suizos también, ¿sí? Mucho suizo, mucho alemán. Первая остановочка в парке. Сегодня такое настроение, сумерки. Вечереет, и над озером летают утки. Разжирели, утка осенью в большой цене. Снова осень. Поохочусь, с ветерком по нотам прокачусь и сыграю. Если я еще на что-то годен, и спою вам, если я на что-нибудь гожусь. Turistas de otros lados, mira el peloto ahí, tranquilo. ¿Saben lo que yo más flasheo cuando vengo acá? De que él nos debe estar mirando, si está... De la agencia. No sabe cosas. Chao. Chao. Nos vimos en Disney. Mirá. Es para que se entrometan en el bosque, para que se vayan a escuchar el ruido de los arroyos, ¿sí?
Acá, mira, acá suelen verse truchas de este lado. Es tan clarita el agua que las truchas se suelen ver ahí, se posan contra la corriente. Ahora bajó un montón el nivel del río, che. Видите, такой малюсенький тут. Собачки. В урну сходила, я спасена. Это значит, что можно теперь сходить и посмотреть на речку. Гид, к сожалению, не транслирует информацию на английском. Ну что, полное погружение в испанский. Не знаю, у меня вайб такой, какой-то печальный на самом деле. Все вроде нормально, но как-то мне неловко, не знаю, как-то грустно мне. Наверное, сегодня магнитные бури. Сейчас посмотрим. Тут сказали, труча плавает. Alina, Sí. truth. You can see truth. Rainbow truth. Oh, so delicious. Ничего, что я сюда пошла? Вроде ничего. Вау! Вот это я понимаю. En ese entonces se tomaban medidas drásticas y empezaron a amenazarlo al chico de que se aleje de la web porque no era para ella. ¿No les parece una maravilla de la naturaleza, chicos? Sí. O sea, perfecta. Perfecto. ¿Sí? Perfecta. Ahora, ¿cuál es el tema? Que ustedes van a pasar, están pasando por el medio del bosque, ¿te diste cuenta? ¿Sí? Ustedes están pasando por acá ahora. ¿Entendés? Мы заехали на смотровую площадку, откуда открывается вид на остров Корасон. Существует легенда о любви и трагедии, связанная с этим островом. Согласно легенде, парень и девушка из враждующих коренных общин влюбились друг в друга. Столкнувшись с неприятием их отношений, они решили бежать. Их семьи преследовали их и настигли возле озера Маскарди. Пытаясь спастись, пара начала переплывать озеро, но была поражена стрелами преследователей и утонула, обнявшись. На месте их гибели возник остров в форме сердца, который символизирует их вечную любовь. Él me conoce, pues. ¿Tienes ahí? Están todos dudando, Ricky. ¿Tienes ahí? Con el corazón. No los creen ahí. 2 escalones para abajo. 2 escalones. 1, 2. Ahí. Ahí. 1, 2, 3. Ahora ponga una mano así que... ¿Le gusta también? Свиньи тут все перерыли. Acá vamos a ir en silencio porque a veces... Тишины хочу, от зари до зари. Купола пронзают небо колпак. Тишина, и лишь где-то вдали слышится лай собак. Тишины хочу, тишины в молчании с холодом, легким ветром вольно пролечу над крестами, покрытыми золотом. Такая хата пропадает. Может заехать, пока не поздно. Связи тут нет вообще. Сирень. Ah, que hay allá atrás, no sé si la llegan a ver, mirá. Tremenda. Bueno, y una vez que se retiran los glaciares porque cambia el clima, empezaron a hacer su trabajo los ríos, ¿sí? Y ahí nace el río Manso, ya estamos más cerca de la naciente del río, mirá. El mismo río que vimos ahí en el muelle, ¿sí? Esa es la primera vista que tenemos del tronador.
se va a ir despejando tal vez con el transcurso del día, pero en esta dirección está el tronador, ¿ves? Allá hay como una V corta de montañas, allá está el tronador, hoy totalmente cubierto de nubes. Es así, por acá pasan las nubes, nosotros tenemos lluvias, entonces los vientos que vienen cargados de humedad ahí chocan contra la montaña, se elevan y condensan o precipitan, o las nubes pasan de un lado al otro por ahí arriba. Entonces, por lo general, gran parte del año solemos tener nubosidad acá. De hecho, una de las travesías más comunes que hay ahí arriba se llama el paso de las nubes. Está caprichoso, vamos a ver si se levanta, pero la veo difícil hoy. Veo que hay una gran nube ahí plantada sobre el tronador. ¿Hielo va a estar negro, chicos? Obvio que no, un poco de sentido común. Nieva y se tapa todo de blanco, ¿sí? Pero en el verano ese hielo se ve así, mirá. ¿Cambia o no cambia? Mirá, parecen rocas, pero no son rocas, ¿sí? Son pedazos de hielo que se van como partiendo y que más tarde esos hielos van a ir, digamos, ingresando al lago. Me gustaría que... Ahora les voy a contar algo más del río, porque saben que parece un panal de abejas la forma que deja la lava cuando se fractura. Es como... Cada roca tiene una forma hexagonal perfecta, son como 6 lados bien marcaditos, y si no estuviese la vegetación se vería como un panal de abejas sobre la parte de arriba. Imagen, chicos, este es un dibujo. Está muy bueno este dibujo. Vengan que acá vamos a ver por lo menos las partes más importantes del tronador, ¿sí? Divino, está hermoso. Todo esto, lo que se está Погодка viendo начинает разыгрываться. Солнышко de a poquito, вышло. ¿eh? Ténganle paciencia que el tronador a veces suele ser un telón que se levanta al mediodía. No sé por qué, pero en noviembre Ветер nos hace eso. теплый, Es como que погода la nube приятная. se empieza a levantar cuando Но я estamos себя чувствую almorzando. не очень. Desfigurada, mira. A ver si la llegamos a ver todos juntos. Ahora se va a ver muy bien a la derecha y arriba porque la curvita justo nos invita a pasar por ahí. Acá, chicos, ahí se ve muy bien, mira. La cebra que tenemos acá, tenemos un caballo mitad cebra. Mirá. Mitad dálmata, mitad caballo, no sé, una cosa rara. No sabemos si un dálmata o algo por el estilo. Bueno, Pampa Linda. Esa es una opción para almorzar, ¿ves? Mirá, ahí a la derecha. Eso se llama camping de los Buriloche. Ahí está tranquilo, hay 2 camionetas. ¿Están alguno al lado del otro más o menos? Ahí Está a 50 metros. Sí, 100 metros, ponele, de ahí a acá. Yo creo, por como te digo, porque el salón es grande, es cómodo, viste, como que la gente la pasa un poquito mejor ahí en la hostería, pero en los dos lugares se come bien. Acá lo va a atender Tere y allá lo va a atender Linda. Мы приехали в Пампу Линду, в которую я так сильно хотела добраться, чтобы покататься на лошадях. Но все транспортные компании... Ой, котик! Все транспортные компании, которым я писала, чтобы они меня просто сюда довезли и увезли обратно, писали, то они там не могут в определенный день, когда мне надо было, то еще что-то. Рыжик! И, короче, моя поездка именно покататься здесь на лошадях не сложилась. Но зато я сюда добралась иначе. Сейчас мы остановились здесь, чтобы пообедать, потому
то время уже час дня, а никто не ел, соответственно. Опа, пивчанский наливают. Я пить, пожалуй, не буду. Следующий кадр. А что тут происходит вообще? Вино можно взять. Фланчик можно взять. Вода. Короче, решила и буду брать гуляш. Я его так хотела поесть вчера. Я взяла гуляш и бокал вина. А сейчас мне надо отдать чек этому дяде, чтобы он мне насыпал. Насыпает мне мой гуляш. О, кайф. Прям я очень давно уже хочу его. Сейчас подлечусь. Вот такой обед у меня получается. С гуляшом. Сырок еще можно сверху посыпать. С красным винцом. И вот таким видом. Приступаем к трапезе. Пойдемте прогуляемся туда. Посмотрим, что там находится. Настроение немножко депрессивное почему-то. Солнышко вроде вышло. Что-то мне грустно. Классные тут домики. Здесь, блин, на пару ночей одно осталось. Сети тут нет вообще. Тут есть интернет от Starlink, но пару дней в общем доступ. Я так думаю, это для жителей чисто. Вот здесь я сидела, кушала. Вкушала. Птички кричат. Esto, ¿saben qué nos trajo? El río Manso, ¿sí? En el 2009 hubo una gran crecida, acá en la casa es espectacular, una gran crecida del río, pero ¿saben por qué se generó eso? Porque ahora nosotros vamos a ir a conocer un lago, ¿se acuerdan que les hablé de un lago color mate cocido? Bueno, ese lago permanentemente tiene témpanos de hielo, y esos témpanos de hielo es como que fueron cerrando la salida del río. Hubo un momento donde se cerró el río, se generó como un dique natural, y el agua se acumuló en ese lago. Empezó a llover, empezaron a derretirse los témpanos, empezó a nevar, se seguía acumulando agua en ese lago y empujando contra una montaña, ¿sí? Nosotros decimos morrena. En mayo del año 2009, la fuerza del agua le ganó a la montaña, la partió a la montaña y todo lo que había ahí se vino aguas abajo. Del lado derecho tenemos una gran vista. Ahí va. Todavía no se ve, pero ya la van a ver, mirá. ¿Viste dónde está la montaña esta cubierta de vegetación? Donde está todo lleno de árboles. Allá aparece una punta de una roca que debe ser... Yo creo que la roquita caería justo acá. Si se viene, caería justito donde está el ventisquero. ¿Qué día es hoy? Bueno, ahí se empezó a despejar en el glaciar Manso, chicos. Impecable. Опа, приехали. Ну вот и конечная точка, по-моему. То, ради чего мы все здесь и собрались, собственно. А я вам все, я не хочу идти. Я уже в шоке. Ну ладно, пойдем. Вау. Вау, вау.
А я не ожидала настолько роскошной красоты. Обалдеть. Снег, ребята, с первым снегом. Nos dejó Mauro. Ese fue el frente del glaciar. O sea, todo esto era glaciar. Empezó a retroceder, se empezó a ir, empezó a dejar espacio, se formó el lago que vamos a ir a conocer ahora. A veces también tenemos avalanchas acá de este lado, ¿viste? Pero con menor frecuencia que en este lado. Es casi, ¿no vieron que el marmolado ese que les contaba? Ahí se ve en el frente. Esto de acá es montaña, no sé qué se desprendió. Pero lo que hay en el medio es hielo, ¿sí? Y ese hielo en el verano se va partiendo y va generando témpanos, ¿sí? Bloques de hielo que están flotando en ese lago. Que en algún momento del verano se van a acumular en la naciente del río, que es lo que vamos a ir a conocer después. Cerro Tronador – это величественная гора, расположенная на границе Аргентины и Чили. Название переводится как «громовая гора», потому что со склонов часто обваливаются ледники с характерным звуком, похожим на гром. Высота Тронадора 3470 метров, и он считается высочайшей вершиной в этом районе. Вокруг горы расположено несколько ледников, и тот, на котором я сейчас нахожусь, является одним из самых известных, и имя ему Ventisquero Negro, или же черный ледник. Это уникальное природное явление. В отличие от обычных голубоватых ледников, он покрыт темным слоем вулканического пепла и горных пород. Вот фотография, как он выглядит зимой. Сейчас весна, и поэтому мы можем наблюдать такой красивый цвет оттаившей воды. Этот ледник питается от более высоких ледников Тронадора. Лед медленно сползает вниз по склону, собирая на своем пути пыль, камни и осадочные породы. В результате он приобретает темный оттенок и становится похожим на реку из грязного льда. Но это только зимой, как вы поняли. Из-за глобального потепления ледник уменьшается в размерах. Ученые отмечают, что за последние десятилетия его площадь значительно сократилась. Когда лед достигает края ледника, он тает, превращаясь в поток, который впадает в реку Мансо. Por ahí en el río Manso sí puede llegar, pero acá no. Y el nivel que alcanzó el lago cuando se cerró la salida del río es hasta donde está el pastizal. Vieron que hay como dos niveles, uno es de árboles y el otro es... Cerro Tronador не является действующим вулканом, но он вулканического происхождения. Гора образовалась миллионы лет назад в результате вулканической активности в Андах. Лавовые потоки и вулканические отложения сформировали массив Тронадора, но со временем вулкан потух. Сейчас это просто высокая гора с ледниками, но в ее скальных породах все еще можно увидеть следы древних извержений.
Вот отсюда видно все озеро. А вы видите смайлик, улыбающийся? А я вижу. Мы на самой высокой последней точке нашего приключения. Называется Глотка Дьявола. Здесь можно купить конфетки, кофе. Можно сходить в туалет, но я не хочу. Спасибо. Вау. Вот вам глотка дьявола, пожалуйста, во всей красе. Залезли бы помыться. А это тогда что? Глотки маленьких дьяволов? О, там речка. Да-да-да, это я понимаю. Я и глотка дьявола. Вы этого не видели. Отморожу сейчас себе нос, мне нужно что-то попить. Вот в эту кофейню мы с вами направляемся. Когда я еще побываю в такой кофейне и попью кофеек вот с таким видом. Поэтому мы идем добывать кофеек. Я, наверное, не смогу отстоять очередь, правильно? Вот там есть штрудель. Торта, чоколада. Во, кофе. Кофе Гранда не надо. Возьмем кофе Гранда. Мне кажется, очередь подойдет, когда мне уже надо будет идти. Печально. Смотрите, какие тортики вкусные. Есть тортик с клубничкой. Есть штрудель с яблочком. И есть лимонный пирог. И вот еще что-то. Это, наверное, с сгущенкой просто. Короче, в итоге я попила внутри кофеек горячий. Он мне согрел горло, кстати, очень хорошо. Я не знаю, что я сюда не вышла и не села. Зачем-то осталась внутри. Я побоялась, что у меня мало времени. Что я выйду, буду сидеть тут. Короче, блядь, я такая иногда странная. Я иногда не понимаю свои мувы абсолютно. Где моя маршрутка? Вот моя маршрутка. Типа уже все в ней меня ждут, хотите сказать? Вот серьезно. Вот я обломала себя и не посидела, не попила кофе, вот смотря на это, да? Из-за того, что я думала, что я опаздываю или что. Bueno, vamos a buscar una musiquita tranqui. A partir de las 4 lo habilitan el regreso recién. Eso es para no cruzar los coches de frente. Ahora vamos todos en filita hasta llegar a Bariloche. Mira, 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 mira.
Choca con el cordón y se va dentro de la casa. Entonces la señora ya se cansó. Я уже приехала в город. Встречает меня песик. Доброе утро. Время 6 утра. Такой прекрасный рассвет наступил. Моросит дождик. Я все еще больна, но не сломлена. Сегодня у нас как-то пасмурно. Подумаю, может, все-таки она разыграется, и я поеду на фуникулерчик там. Это мы с вами и скоро узнаем. Я до сих пор простывшая, но, надеюсь, мне еще немного дней жизни отведено все-таки. Вот сырой асфальт, ветерок. Ну, кстати, не по чуть-чуть распогодивается. Посмотрим, пойду в кафе позавтракаю. О, кто-то печь топит. И оттуда, может, двину к фуникулеру на такси. Я все-таки выбралась и приехала на фуникулерчик, который поднимет нас туда, вон туда высоко. Сейчас я пойду покупать билет. Я доехала на такси за 11 тысяч песо сюда. А вот и билетики. Что у нас тут почем? 14 тысяч песо. Вот мой билетик. 14 тысяч. Туда-обратно. Адьос. Вау! Блин, как круто! Интересно, долго подниматься? Вау! А это, ну, как бы высоко, ну, не прям сильно, но интересное ощущение. Медленное осознание, что я высоко над землей. Блин, как круто! Вы не представляете. Ну нет, наверное, представляете? Вау! Кажется, как будто не очень высоко, но на самом деле высоко. То есть, если я сейчас упаду, я, скорее всего, умру. Вау! О боже, какие страшные звуки. Вы слышите это? Я слышу, но не хотелось бы. О боже. Ой-ой. Немножко трясет кабинку. Ой-ой-ой. Вибрирует. Мое кресло вибрирует. Интересно, долго еще подниматься? Я могу долго так сидеть, кстати. Немножко дождь моросит, но меня это не смущает. Мы остановились. Мне страшно. О боже. Ой, поехали. Господи, я сейчас чуть с ума не сошла, на самом деле. Я лечу. Как же красиво. Подъезжаем. Ощущения очень приятные. Gracias. Предложили фото купить. Ну что ж, мы на вершине. Ветер тут, конечно, мое почтение. Очень сильный ветер. В общем, угостило меня это кафе. Ну, как угостило? Я уплатила за глинтвейн и кусочек тортика. И вот такой прекрасный вид отсюда открывается. Сейчас пойдем на улицу смотреть его без стекол. А еще здесь живет вот такой вот маленький котеночек. И спит. Еще можно шарфик приобрести. Такой ветер, что хочется даже шубу приобрести, если честно. Вот. Все
Все, сейчас пойдем на улицу смотреть, что нам предлагают эти виды. Пришла я на заднюю площадку и смотрите, какая красота. Долина, чудная долина, долина вечных снов, растений и цветов, долина, чудная долина, свет солнца золотого тебя разбудит снова, долина, чудная долина, цветущий дивный сад, пьянящий аромат, долина, чудная долина, чудная долина, тебя с небес послали от горя и печали. Маюсь, каюсь, принимая от долины чудной дар. Чей-то домик был. А тут у нас что? Сидят, отдыхают. Ой, да, хороший вид. Куда-то тут еще есть тропа каменная. Вот какие отсюда видны точки. Вот город Барелочи. Погнали на спуск. Где мой билетик? Hola. La próxima, ¿vale? Mejor. Ajá. Ponete ahí nomás. Siéntate despacito, suave. Cuidado el teléfono. Chao, que tenga buena tarde. Gracias. Ура! Я приземлилась. Великолепно. Очень мне понравилось. Просто невероятно. Я еще сюда обязательно вернусь. А пока мы двигаемся дальше. Я еще не знаю, куда мы сейчас поедем, но куда-то поедем. Вызываю такси. Так, вот моя таксишечка. Сейчас мы поедем в швейцарскую колонию. Колония Свиса. То есть швейцарское поселение. Оля, Китай. Ну вот я и добралась. Первое, что нас встречает, это, конечно же, китайские сувениры. Но они нам не нужны. Нам нужно что-то поинтереснее. Например, надпись, на которой написано «Колония Свиза».
А может быть, вот такие горики нам нужны? Горики тоже нужны. Какой-то рынок. Всякие сувениры. Опа. Певчанский, конечно же. Ферия региональ, артесанал. Ферия — это рынок. Рынок народного творчества. Ну и вот, колония Свиза. Я не наврала. Вафли тут, смотрите, делают. Такая вот ель есть, и такой милый домик. Вот такой милый домик. Это туалет. Очень смешно, конечно. Ой, ну сейчас буду тут гулять, короче. Вот отсюда очень симпатично выглядит. Какие красивые цветочки. Ой, ну милота. Ну милота. Давайте пройдем здесь и посмотрим, что здесь нам подают. Сэндвич, тосты, вафли сладкие, горячий шоколад. Какая милая ромашка. Все такое милое. Погодка только не очень милая, а так все очень милое. Моросит дождь, но это не омрачает моего задорного настроения. Вот ради этих ребят я сюда приехала. Они даже не подозревают. Да-да, ради вас, ребята. Вот, мой чат на Твиче слева направо. Ой, тут рядом с заборчиком. Какой интересный звук. Вот он стоит красивый. Кыс-кыс. Опа. Кормежка. Опа. Там кролички. Ой, там барашек. Ничего себе. Откуда они все появились? Какой милый песик. Кафешки. Милые вот такие малютки. Делентехо. Это чечевичная каша с мясом. Что у них тут есть? Ой, ну как все миленько. Прям сейчас умру от милоты. Решила взять себе сок с ананасом, бананом, имбирем и куркумой. Сейчас немножко оздоровимся. Там что-то готовят. Кабачок, что ли? Да, кабачок жарят. Вот это готовится мое месиво. Оздоровительный сачок готов. Пробуем. Кислинки не хватает. А так ничего. Да, не хватает вкуса. Значит, гуляю я тут, попиваю свой сачок. Погодка потихоньку удивляет все больше и больше. Вот сейчас идет дождь, например, моросит. Но и солнце решило не отставать и тоже показать себя. Удивительный день, друзья. Там продается какой-то жареный торт. Но есть я не хочу. Я еще сейчас фруктов напилась. Думаю, хватит с едой. О боже, какая милота. Сейчас покажу поближе. Это вообще, это что такое за Барби-домик? Вау. Очень все мило. Такой тут маленький рыночек со всякими приколами. Интересно, они сами тут делают это все? Наверное, да, надо же чем-то заниматься. Ну, вообще все то же самое на любых рынках, вот этих фериях. Ничем не удивили меня. Пойду найду чему удивиться, кстати. О, шоколадик.
Аля. Ой, там какая-то маленькая собачка миленькая. А что там на музее? О! О! Ничего себе! Какой красавец тут живет. Красавец! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку-ку! Ку-ку-ку! Ку-ку! А что он там ищет? Покушать? Маленький. Оля. Ой, какой колесенький. Ты маленький. Этот? Ай, ты колесий. Какой маленький. О, милашек. Ты милашек-барашек. Иди за папой своим. Да. Ай, ты какая овечка. Боже, я сейчас умру от милоты. Посмотрите, что тут дальше. Да. Ты красавчик. И курочка идет. Ну как ваши дела? Порядок здесь у вас? Петух не ворчит? Ты ему походу ворчит. Но ты ему гребень причеши, если он будет слишком вот так вот возникать. Давайте, бабоньки, я вас верю. У Ути порядок. Она какая-то грустненькая, надеюсь. А, вот ее друзья. И еще барашки. Ой, как вкусно. А что же хочется немножечко отведать? Травы. Ну, козлик точно доволен. Мохнатенький козлик. Ну вот, по нему непонятно, кстати. Все ли у него нормально? Кто разбирается в петухах? Расскажите, пожалуйста. Тебе не жарко, милый? Миленький. Ой, чешется об заборчик как. Да. Ты хочешь, чтобы тебя почесали? Я не знаю. Можно ли тебя трогать? Вдруг ты забор вышибешь? Тебя бы постричь немножко. Корешку сделать, да? Нет, кажется, ему не понравилась затея с корешкой. Петушок болеет как будто, нет? Потому что у этого все в порядке, сразу видно. А у этого как-то не очень. Может, его козел забулил. О, ничего себе, залез как высоко. И кричит. Вы все ко мне пришли? Любите компанию, да? Да. Ой, спасибо, дала погладить. Ты такой милый. Очень вкусно. Вкусные цветочки. Аркадий Укупник в лучшие годы, буквально. Опа, а там обнаружен рыжий. Вот он. Да, какой красивый котик. Ну, подойди ко мне. Давай. Давай, бегом, сюда, сюда. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Котик, мистер Рыжик. Привет. Ничего себе, ты так бодро ко мне побежал. Опа! Ты побежал, чтобы дать мне люлей? Чтобы я ушла в свой двор? Ничего себе, ты охранник. Сначала полоскался. Кс-кс. Кисик. Вот, сначала полоскался. У тебя не определившийся ты в отношениях к людям, да? То ли любишь, то ли ненавидишь. Непонятненько. Ладно, тебе, наверное, не нравится, когда тебя гладят. Такие тут ресторанчики на ресторанчиках. Может быть, зайти в Цюрих, чаю попить, не знаю. Смотреть, что там есть.
Ой, так я преисполнилась животными, так я люблю их. Пройдемся тут, посмотрим, что тут такое. Походу, самое популярное здесь место. Много народу. Решила туда не идти, там слишком много народу, там очередь. Да я есть-то не хочу, кстати. О, что тут? Так. Гуляш тут дешевле, чем я ела в Пампа Линда. 15-300, а там было 18. Дождь начался. Гуляю больная под дождем, но мне все нипочем. Ха-ха. Надо куда-то зайти погреться, чаю попить, походу. Не знаю. Совсем мне плохо, может быть. Вот, зайду вот сюда. Касса ДТ. Там, да, как будто там должен быть чай. Труча. Блин, я рыбки, кстати, бы поела. Все-таки зашла я в это кафе. Здесь очень мило. Как будто в сказке. И внутри очень уютно. Села рядом с печкой. И вот думаю, поесть ли мне здесь? Когда я тут еще буду и смогу поесть, да? Очень миленько. Новое утро у нас. Новый день начинается с праздника городского. Сейчас здесь будет проходить парад. Готова приступить к трапезе, к завтраку. Вот такой сегодня завтрак. Захотелось фланчика, кофеечек. Проснулась я сегодня очень рано, еще не завтракала, поэтому я здесь. Такая вот милая парочка у меня здесь с Чурсоном. Guiribao abajo, su presidenta Mónica Bernardino, Matías Alonso, la pancarta Nicolás Sazar, escolta, Montenegro, y el otro Montenegro también, Villanel. Nombre de Domínguez sobre el ambiente campero, también destacarlo quiero con mi gaucha algarabía, quiero dejar mi poesía. San Carlos de Bariloche. Fue fundada, Miguelito, por don Juan de Dios Carballo, el amigo San Martín, anda por ahí también el Lelo, entre otros. Yo quiero que usted, Miguelito, le ponga palabra. Esta es gente gaucha, de verdad. Me buena mirada, la bandera argentina quedó plasmada al lado del corazón, como si quisiera verlo. Un colorado sangre de toro pide río. Señores y señores, la agrupación gaucha de Carballo, esta agrupación fue formada el año 16 en honor al padre Juan de Dios, por dejar enseñanza. Muchas gracias, costumbres gauchas, su abanderado y escolta, argentinos Carlos Carballo, Antonella Carballo y también Celia Carballo, escolta Nico del Castillo y Josecito del Castillo también. Acá podrá destacar lo que hace un rato había hablado, de soguería de recao, y observe la vestimenta, porque aquí tiene lo que alimenta a mi trovo improvisado. Payador Guillermo Franco, para que se lleguen al festival, y usted, payador, con esas décimas que trae en el alma y el corazón, le canta a la gente de la estancia San Ramón. Felicito a los montados y que muy bien se llegaron. Observe, se prepararon para este desfile, le digo. Y en nombre de tu amigo quiero dejar arrogancia sobre el ambiente campero. Por mensuales y cuesteros lo que tiene. Por antimil yo te canto, porque estos son mis paisanos. Por ello desde ya con este verso tan criollo, y por donde de ese arroyo tal vez esté por venir, y muy gracias por venir, digo a este paseo criollo. Gracias, payador, muchísimas gracias. Observamos con Miguel Cabeza también, un caballo de
de pelaje a la Santa Tau, hermoso, quebrando el cogote, como decimos nosotros, como si fuera un cisne. Los nudillos, las rodillas, calzado de las patas y de botas con delantal. Ahí está el hombre que anda en un tostado, muy de a caballo los muchachos. Y acá viene otro hombre que viene con un caballo que supuestamente lo está amansando. Con un poncho por si acaso y un zaino muy bonito, anda trayendo el compañero. Me gustaría nombrarlo, no los conozco por ahí, pero si ustedes lo conocen, pídame el micrófono y nómbrenos, que es lindo nombrarlo. El amigo Linares, que va por ahí, su hijito, la familia congregada. Muchas gracias, Claudio, a toda la parcería Gaudia por llegarse. Gracias, Miguel, también, y a Guillermo, que están haciendo un trabajo impecable. A todas las autoridades que se quedaron a pesar del vientito, y hoy las invitamos al predio de Jineteada porque a todo este público lo queremos ver. Allí vamos a tener todo el día. Doy Michael Ojeda, muchas gracias, Michael, también por hacer tu paz. Estos chicos, estas criaturas que son el futuro de nuestro bendito país. Y el payador, de paso, los saluda y le deja alguna décima como saludo, por supuesto. El público le da palma y usted le pone relato. Y sabe que a mí es grato cantar con fuerzas del alma. Omar, decime algo. No, simplemente saludar al amigo Nordestrom, que está de abanderado. Esta gente representa, ¿verdad? Que es un placer verlos a ustedes de a caballo en un óptimo estado, los caballos, y por supuesto los más chiquitos. Por ahí anda mi amigo Lucas, buen cantor, buen guitarrero, ahí anda con su niña. Qué lindo ver a la familia congregada. Les decía, anda por ahí el Luquitas Labañino también. Buen día, hermano. Mi cariño para vos, para tu familia. Miguelito Cabeza, está el querido Cali Freire con nosotros también, y lo vamos a hacer participar de este gran paseo criollo, porque todavía quedan varias agrupaciones por pasar por al frente de este escenario. Cali, querido, bienvenido. Y empezamos a andar los caminos y los últimos tendidos, sí señores. La agrupación de la Sociedad Rural de Bariloche. Tenemos, bueno, del Pago, esta es del Pago, la agrupación del Pago. La Flor del Pago, la caballada que se viene, sí señores, hoy se hacía cita, sí señores, para la fiesta de la tradición, como decían los colegas. Empezamos a acomodar esa, jovencito, después. Bueno. Последний закат в Барилоче для меня. Вот такой он красивый. Спасибо за такой прощальный вид. Завтра мне вставать около 5 утра, и в 5 уже надо выйти из дома и поехать в аэропорт. Потому что рейс в 7 утра. Прощальный ужин будет состоять из мяса. Поэтому я иду в Париж. Надеюсь, будет вкусно. Сейчас посмотрим. А куда мне идти-то? Альто эль Фуэго. Я не понимаю, тут несколько типа заведений. Попытка номер 2. Я не туда поднялась. Я такая умная. Я немножко пропустила поворотик просто. Поворот не туда случился. Ну, произошел мем. Место, куда я шла, закрыто. Ну ладно. Что ж, иду в другое. Сегодня вечер субботы, поэтому на улице движово достаточно. Все едят, пьют, но не я. Я еще не добралась до пункта назначения. Надеюсь, будет местечко для меня, потому что я иду, так понимаю, популярное здесь место. Тут Париж не так много, а это вот одна из... Скоро дойдем туда мне. Тут какой-то усиленный движ происходит. Интересно, что они стоят там. Мне на другую сторону. А что стоим? А мне куда-то вот сюда. Вроде как местечко должно быть для меня. Такой вопрос. Вот пойти вот в это или вот в следующее? Вот в чем вопрос. В следующем как будто очередь. А вот здесь как будто нет.
Может, даже лучше. А судьбинушка распоряжается таким образом. Все, заходим. Ну, в принципе, нормально. Главное, что место было. Изи разместилась. Сейчас буду выбирать мяско. Подсниму вам меню, что предлагают в Париже здесь. Господи, надо думать. Я сделала заказ. Все-таки смогла определиться. Вот и он. Ха-ха. Подъехало первое блюдо. Это карпаччо из оленя. Попробуем. Оленя я ела только в виде котлет однажды. Попробуем, каков на вкус сырой олень. Конечно, мне немножко грустно. Бедный Бэмби. Карпаччо из оленя продегустировано. Вполне вкусно. Я люблю сырое мясо. Только вот именно олень отдает грязной половой тряпкой. Такой запрелый, знаете, с пылью. Очень необычный, интересный вкус. Одобряю. Ну и, так скажем, основное блюдо. Ломо. Эх, коровки. Грустно, но вкусно. Что поделать. И очень красиво. Вот это праздничный ужин. Прожарка Рейр. Просто великолепно. Очень вкусно. Очень нежно. И я в восторге. Ох. Поужинала. Взяла с собой то, что не доела. Там остался один стейк. И картошка. А сейчас домой. Через 6 часов где-то у меня рейс. Ой, какой рейс? Выезжать в аэропорт надо будет. А рейс в 7 утра. Надеюсь, я в 5 утра словлю такси. Посмотрим. Так, мне надо в киоск. Надо купить водички. Ну все, время 5 утра. И я уже выселилась из квартирки. Вот мое окошко. Тетенька приехала и забрала ключи в такую рань. За мной приезжает такси. И я отправляюсь в Буэнос-Айрес. И где мое такси? А, наверное, вот оно. А нет, ну ладно, ждем. Вот и наступил рассвет. Прощальный вид из окна вот такой. Эх, буду скучать. До новых встреч, Барелочи. В тебе было очень красиво. Летом вернусь купаться в озере. Приметила там одно себе. Все, полетели.